Артем, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, кто вы, откуда вы. Меня зовут Артем Самсоненко, мне 26 лет, я проживаю в городе Запорожье. Мгм. Скажите, вы обучаетесь в Академии частного инвестора на курсе 12 к Бочи, 12 курсов, обучающих частного инвестора. Почему вы выбрали для себя именно этот курс? Вы знаете, о Академии частного инвестора я уже знаю достаточно давно, с конца 2012 года. Прошел множество бесплатных вебинаров. Очень нравится преподавание автора и создателя Академии Андрея Хавратова. И после, скажем так, всего того, что я узнал, я понял, что нужно двигаться дальше. Я понял, что нужно получать новые знания. И таким мощным, скажем так, для меня подспорьем стала программа Platinum, где есть возможность стать инвестиционным консультантом и создать свой частный инвестиционный консультационный бизнес. Но для того, чтобы стать инвестиционным консультантом, необходимо пройти 12 курсов базового обучения, пройти все тестовые домашние задания и после этого только приступать к обучению на инвестиционного консультанта. Вы с удовольствием обучаетесь на этом курсе? Конечно. Могли бы вы назвать таких три основных фактора, по которым стоило выбирать этот курс? То есть, чтобы те, кто будут слушать наш с вами разговор, чтобы, может быть, это для них тоже послужило ориентиром. Для вас вот какие есть три таких основных фактора, по которым этот курс стоит выбирать? Э, Первый фактор – это то, что инвестиции, инвестирование – это сейчас самое вообще такое новое и самое интересное направление, и поэтому я считаю, что в этом направлении нужно разбираться. Во-вторых, на этом курсе дают полностью знания, каким образом вы можете оценивать тот или иной сегмент рынка, как вы можете оценить тот или иной инструмент, и вы сможете понимать, куда стоит вложить свои деньги, а куда не стоит. Ну и третий фактор – это здесь обучают, каким образом вы можете создать свой инвестиционный портфель, который приведет вас к успеху, и вы станете миллионером. Вот. Согласна с вами полностью. Вот сегодня меня спросила одна молодая девушка, что она нигде не может устроиться на работу. И мне так хотелось сказать, что сегодня очень важно не привязываться к какому-то рабочему месту. Есть работа – хорошо. И нужно находить время и возможности что-то еще изучать, чтобы не зависеть от этого целиком и полностью. Потому что тогда даже, в общем-то, и целей нельзя нормальных поставить. Получается, что ты полностью зависишь от чего-то одного, от работы. Да, я И с вами полностью согласен. да. А так, когда есть еще умение распоряжаться теми инструментами, которые существуют в мире, правильно создавать свой портфель, в общем, Конечно. такие замечательные действия, они приводят к полному счастью. Ну, я с вами согласен, и думаю, все слушатели, которые вот услышали меня, они примут решение, скажем, пройти этот курс, потому что те знания, которые получают, нигде на улице, либо там в университете люди не смогут получить. Мгм. Спасибо вам большое. Я вам желаю выполнить хорошо все домашние задания, получить отличные отметки. И главное, быть вот с таким состоянием, что вы действительно это сделали, и действительно вы делаете это осознанно, вы понимаете, что вы это делаете, и вам это принесет успех, и вы будете очень довольны тем, что вы этот курс закончили. Я вас благодарю также за это интервью. Ну что ж, тогда всего хорошего. Всего доброго. До свидания. До свидания. Здравствуйте, Дмитрий. День добрый, Антонина.
Я знаю, что вы сейчас обучаетесь в Академии частного инвестора, и хотела бы задать такой вопрос. Почему именно эту академию вы выбрали для себя, чтобы обучаться? Почему я ее выбрал? Э, Определенное время назад я себе поставил цель заняться наукой инвестирования. И довольно-таки долго искал информацию об этой науке, искал, у кого можно поучиться. В один определенный момент я наткнулся в интернете на Академию частного инвестора Андрея Хавратова. Ну, первое время, что меня пугала довольно-таки высокая цена и не лохотрон ли это. Какое-то время я, скажем так, наблюдал за Андреем, просматривал его бесплатные семинары. Но с течением времени меня он убедил в том, что да, стоит пройти этот курс. И впоследствии, в принципе, я об этом не пожалел, потому что довольно-таки фундаментальный подход к подаче этих знаний. И в принципе, я могу каждому и любому посоветовать и без сожаления, то есть пойти в эту академию и пройти этот курс. Да. То есть Андрей вас убедил на протяжении того, как вы смотрели эти вебинары, и получается, что он вас не уговаривал, а просто вы убедились, наблюдая за тем, какие происходят действия и события, да? Я правильно это поняла? Да, да, и, скажем так, наблюдая за деятельностью Андрея, за тем, как он проводил, скажем так, бесплатные вебинары, да, потому что, платных я тогда не видел. И вот эта его деятельность, она меня убедила в том, что, скажем так, в серьезности его знаний, в серьезности той информации, которую он преподносит. А вот этот курс, который вы сейчас проходите, что вам больше всего в этом курсе нравится? Пройдя этот курс, что мне понравилось? Мне понравилось то, как Андрей подходит к самой науке инвестирования, да, то есть он начинает подходить с отбора инструментов, с отбора объектов, с их оценки, с их отнесения к определенным рискам, к составлению их портфеля из этих инструментов, управление этим портфелем, распределением этих инструментов. То есть, независимо от того, какие инструменты, объекты туда войдут, то есть, в принципе, этот портфель всегда можно и сбалансировать правильным образом, чтобы потом не пожалеть в дальнейшем, что вообще занялся наукой инвестирования. Плюс, что мне еще понравилось, то, что подход не просто сама механика инвестирования у Андрея, плюс у него есть философия, да, то есть какое-то вырабатывание своего внутреннего отношения к этой науке. Я считаю, что это тоже немаловажная часть в том бизнесе, в котором ты занимаешься, потому что твое отношение, оно уже формирует и твою деятельность. И в конечном итоге это сказывается на конечном результате. То есть то, что дает Андрей, то есть он дает как универсальный ключик к науке инвестирования, да, к самому бизнесу. Пусть где-то что-то не так оно будет, пускай там меняются со временем сами инструменты, объекты, это все не важно. Но то, как с ними обращаться, то есть универсальный инструмент, полученный от Андрея. В принципе, да, это вот так вот. Что бы вы порекомендовали тем людям, которые еще присматриваются, изучать ли им этот 12 курсов, обучающих курсов частного инвестора, или не выбирать им это обучение? Вот что бы вы этим людям хотели посоветовать? На что конкретно им стоило бы, может быть, обратить внимание для того, чтобы сделать для себя окончательный и правильный выбор? Что им можно посоветовать? Скажем так, если брать свой опыт, да, в принципе, я могу посоветовать им, не задумываясь, просто выбирать этот курс и обучаться. Потому что, скажем, в интернете, да, допустим, я просматривал и другие
тоже образовательные программы. Ну, отличие в чем, что, как я говорил, что Андрей дает универсальный ключ к подходу инвестирования. Другие, ну, конкретно берут какие-то определенные инструменты, их рассматривают, на основе их строят портфель и работают. Но что произойдет? То есть пройдет какое-то время, исчезнут эти инструменты, человек, ну что? Правильно ли я поняла Да, вашу мысль, да. что Андрей учит учиться, как изучать новые инструменты и как с ними работать, если вдруг те, на которых мы учимся, они уходят с рынка, допустим? Ну да, ну эти инструменты, они сегодня есть, завтра их нету, да. Но инвестирование, оно останется, ну скажем, пока люди есть, оно будет всегда. Да. И неважно, какие там объекты, инструменты появятся, то есть Андрей учит то, как с ними обращаться, независимо, какие они будут на данный момент. Мгм. То есть с теми знаниями, что есть в Андрее, с теми знаниями, что дает Андрей, можно, в принципе, не бояться просто инвестировать свои деньги. Дмитрий, большое вам Да. спасибо. Я вам желаю много денег в личной жизни, всегда составлять очень качественные доходные портфели и достигать финансовой независимости, потом финансовой свободы. В общем, действуйте, и будет вам счастье. Спасибо большое, Антонина. Всего хорошего. До свидания.